Здравствуйте, друзья! Древняя история Сирии. Ссылка на статью в описании. До настоящего времени ученые считали Сирию своего рода буферной зоной между древними египетской, шумерско-аккадской и вавилонской цивилизациями. А Тойби называл ее вторичной, дочерней цивилизацией, сложившейся на фундаменте шумерско-аккадской, египетской и агейской культур. Однако время неумолимо меняет представление о древних культурах. Новые открытия ученых ставят Сирию в один ряд с первичными цивилизациями. Историческая Сирия была больше, чем ее нынешняя территория. В нее входили современная Сирия, Ливан, часть Израиля и Иордания, а также Северная Аравия. Выгодное в стратегическом и торговом отношении положение между Месопотамией и Средиземным морем, гористая поверхность, препятствовавшая формированию централизованного государства, наличие пустынь, дугой огибающих страну, откуда в нее проникались семиты. Все это обусловило специфическое развитие сирийской цивилизации. В долине реки Иордан обнаружен древнейший из всех известных в мировой истории городов. В этом регионе около 10 тысяч лет назад до нашей эры был основан город Иерихон. В том же тысячелетии он был разрушен, а затем снова восстановлен. В 9 тысячелетии до нашей эры в Иерихоне строились круглые, напоминающие шатры, дома, а в 7 тысяче до нашей эры началось строительство первых в истории прямоугольных домов. О духовной жизни жителей Иерихона сохранились лишь скупые сведения, но наверняка известно, что там был необычайно развит культ умерших. Их останки подвергались консервации. Ученые предполагают, что найденному в Иерихоне прогипсованному черепу 8 тысяч лет. Благодаря вставленным в глазницы ракушкам создается впечатление, что перед вами спящий человек. Сенсацией в научном мире стали находки, обнаруженные в середине нашего столетия итальянским профессором П. Матти на северо-западе Сирии. Вначале ученый наткнулся на остатки массивной городской стены, развалины святилищ, части водопровода. И лишь спустя несколько десятилетий с начала раскопок выяснилось, что обнаружены остатки города Эбла. Среди руин сгоревшего дворца итальянские ученые обнаружили свыше 15 тысяч глиняных клинописных табличек. Из глубины веков дала знать о себе еще одна культура – незнакомый язык, отдаленно напоминающий древнееврейский и финикийский. Судя по находкам, уже 3000 лет до нашей эры город Эбла был мегаполисом. В окруженном стенами городе жило около 30 тысяч человек. Горожане вели интенсивную торговлю с Египтом, о чем можно судить по скульптурам и архитектурным памятникам. Город оспаривал первенство с Аккадом до тех пор, пока около 2000 лет до нашей эры не исчез с лица земли. В письмах египетских царей содержится упоминание о городе-государстве Угарите. Место его расположения было обнаружено лишь в 1929 году французскими археологами. С тех пор и до наших дней регулярно издаются тексты архивов угаритских царей. В архивах царского дворца говорится о том, что в 4000 до нашей эры Угарит был крупным торговым центром, независимым государством. В 3-2 тысячелетии до нашей эры там происходили этнические изменения, вызванные перемещениями аморитов и хананитов. Ханаанитами назывались жители древней Палестины, до тех пор, пока туда не переселились евреи. Нашествие чужеземцев и изменение экономических условий привели к упадку Угарита. Везде, куда евреи приходят, экономика приходит в упадок. В начале XII века до нашей эры город был разрушен землетрясением. После падения Угарита возник новый народ – финикийцы. Началом финикийской истории традиционно считается 1200 год до нашей эры. С этой даты ведут отсчет многие источники, в которых рассказывается о жизни финикийских городов – Арвад, Библ, Сидон, Тир и другие. Финикийцам ни разу не удалось единое государство. Финикии управляли города, а городами цари, чья власть была сильно ограничена советами знати. Во время нашествия извне финикийские города объединялись в военные союзы, очень слабые и легко распадающиеся. Так возглавляемым Сидоном союз был завоеван Египтом. Когда же Финикией правил Тир, она была разорена ассирийцами, позднее Вавилонией,
а персы включили Финикию в состав своих владений. Род занятий финикийцев, их повседневная жизнь были предопределены природными условиями. Жители Финикии максимально использовали небольшие участки обрабатываемой земли. Они рыхлили почву, даже на горных склонах Ливана, а воду для орошения доставали из горных источников. На скалистых участках эти трудолюбивые люди разбивали виноградники, оливковые, фиговые и финиковые плантации. Небольшие клочки обрабатываемой земли, ограниченные природные ресурсы вынуждали финикийские города заниматься торговлей, обмениваться продукцией с соседями и дальними странами. Как пишет Геродот, самое дальнее путешествие финикийцы совершили вокруг Африки около VI века до нашей эры. С началом плавания вдали от родины финикийцам потребовались новые порты, куда бы они могли заходить на стоянку. Так на чужих землях возникли колониальные города Финикии. Наиболее крупной финикийской колонией был Карфаген. Междоусобная война, которую вели в конце IX века до нашей эры дети Тирского царя, сестра и брат Элиса и Пигмалион, а также поражение Элисы, явились важнейшей причиной образования новых колоний. Гораздо раньше, еще в XII веке до нашей эры, были основаны города-колонии Кадис и Утика. Позднее они были превращены в колонии Мальта, Сицилия, Сардиния, Испания. Их колонизировали карфагеняне, ставшие преемниками традиций финикийцев. Еще Геродот пытался установить, на самом ли деле финикийцам принадлежит приоритет в изобретении алфавитного письма. Эта загадка античного мира до сих пор остается неразгаданной. В настоящее время имеются подлинные сведения о том, что финикийцы закрепили алфавитное письмо в конце периода сирийской цивилизации. Известны 3 древнейших алфавита. Первый, датируемый 1300 года до нашей эры, обнаружен в Библии. Он состоит из 80 знаков. Аналогичный алфавит обнаружен в Угарите, 1400 год до нашей эры. В Библии же найден еще один 22-значный алфавит, появившийся в начале первого тысячелетия до нашей эры. Вместе с финикийскими купцами путешествие совершал и их алфавит. Подобно завоевателю, он проникал в другие культуры. На основе финикийского алфавита возникло древнее арамейское письмо, давшее начало другим письменным системам – индийской, персидской, арабской и еврейской. На Западе его переняли греки. Оно оказало влияние на славянскую кириллицу, а через этрусков на латинскую систему письма. Греки называли свой алфавит финикийскими знаками. К 22 финикийским согласным они добавили 5 гласных, которые до тех пор не имели знакового выражения. Так финикийцы вписали одну из замечательных страниц в истории мировой культуры. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.